привет всем любителям науки! С вами Лаборатория, друзья. Меня зовут Максим, это мой коллега Герасим. И мы сегодня поговорим с вами об... инерции. Да, что это такое? Давайте мы на примере объясним. Конечно, для примера мы сразу возьмем машинку пассажира, потому что с инерцией вы сталкивались чаще всего, когда едете на машине, в автобусе, в метро или просто бежите по улице. Что происходит с вами? Это когда автобус резко останавливается, а вы... Мы летим с вами дальше в соседа или даже в водителя. Вот. Поэтому давай посмотрим. Пассажир и машина есть, а вот ноутбук будет играть роль стены. Да, это препятствие. Смотрите, сейчас машина резко остановится. Итак, оп, бам! Бегемот улетел вперед. Смотри, Бам! он кричит: помогите, помогите, сломал руку. На самом деле все с ним хорошо, он улыбается. Ну а теперь можно назвать термин, что такое инерция. Почему все это происходит? Инерция – это способность тела. Сохранять постоянную скорость. Вот, пожалуйста, это у нас пассажир, это автомобиль. И начнем с простого. Да. Запоминайте, что все предметы находятся либо в состоянии покоя, Да. либо в состоянии движения. Вот сейчас в каком состоянии находится пассажир и машина? И пассажир и машина находятся в состоянии покоя, потому что скорость их равна нулю. Да, скорость равна нулю, и у них еще есть такой параметр, как масса. Машина имеет свою массу. И человек имеет человек свою массу. Имеет свою массу. Давай, кстати, понятие массы тоже разберем. Кто смотрел наши ролики, тот знает, но мы напомним. Масса – это количество... Молекул вещества. Потому что вес, он изменяется, соответственно, гравитации. А масса, она неизменна на любой планете. Так вот, если мы машину заставим двигаться вперед, то Человек. сразу напоминаем, что машина первая двигается, человек на ней стоит. Соответственно, машина, например, поехала со скоростью 10 км в час. ой, давай не будем уже в цифры углубляться. Ну, смотрите. Машина поехала, и она двигается. Человек находится на машине, это все одна система. Они двигаются. И после того, как машина резко останавливается, человек не прикреплен к ней, то что происходит? Он остается со скоростью той, которой ехала машина, и летит, двигается дальше. Да, то есть его движение продолжилось. Это и есть инерция. Он продолжил сохранять постоянную скорость. Но в то время как машина может быть остановилась. и обратная ситуация. Смотрите. Потому что инерция – это способность сохранять, то есть мы можем сохранять не только движение, но и покой. Вот, например, представим, что снова машина и человек стоят. Да. Машина резко делает лонч. И, И- после резко Прыгивает из своего места. вперед, пяу-пяу, а человек в это время сохранял свою постоянную нулевую скорость, он тогда продолжит движение назад и упадет, а машина выскочит из-под него. Да. Вот то есть это мы и есть. разобрали, что такое инерция, а теперь попробуем с инерцией провести различные эксперименты, которые действительно удивительные. Да. Поэтому для первого эксперимента, это смертельный номер, мы возьмем большую бутылку. О, давай. Она находится в состоянии покоя. Мы возьмем вот такой диск. Кто-нибудь видел еще такие диски? И он тоже находится в состоянии покоя. Да, а мы сверху кладем киндер-сюрприз. В чем сложность этого эксперимента? Сложность в том, что киндер-сюрприз имеет очень маленькую массу. Потому что чем больше масса, тем сложнее предмет вывести из состояния покоя. Ну что же, Пожалуйста. смотрите, и наша задача выбить вот этот диск так, чтобы киндер упал внутрь бутылки. Возможно ли это? Вы замечали, может быть, что в мультике, когда рисуют какие-нибудь веселые, из-под персонажа вытаскивают какой-то предмет, он продолжает висеть в воздухе, он падает вниз. Ну Это и что есть же, инерция. у меня есть два варианта. Я учился быть Джеки Чаном. Давай. Сейчас попробую. Это удар Брюс Ли, смотри. Далее. Я объясню. Максим настолько резко ударил по диску, что он вылетел из-под киндер-сюрприза, и тот даже не успел набрать скорость вместе с диском и провалился прямо Герасим, но в у меня бутылку. для тебя тоже есть задание. Держи меч. Ты смотрел ролики, как быстро режут помидоры, огурцы там. Поэтому твоя задача будет вытащить так быстро нож из ножен, чтобы выбить диск. Давай? Давай. Давайте.
Поставим ему сразу лайк. Итак, я вытаскиваю меч из ножен и диск. И киндер-сюрприз валится в бутылку. Я сказал, у него получится! Потому что я супер научный джедай. Самый любимый эксперимент с инерцией. А мы делаем вот так. Мы выбрасываем бутылку, Да. мы выбрасываем меч, Давай. убираем диски и пробуем вытащить скатерть из-под ноутбука. Ну, а чтобы все казалось страшнее и опаснее, поставим стакан с водой. Серьезно, давай немножко выдвинем стол вперед. Фух. Кто из нас будет это делать? Итак, я настраиваю камеру, Максим совершает этот невозможный эксперимент. Так что смотрите дальше, будет интересно. Раз, два, три. Ноутбук остался целый, так что зато упала доска. В общем, инерция — это очень интересная штука. Играйте с ней, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И смотрите дальше.